На заре ты ходил по росе утром ранним, ветер странствий сбивал тебя с ног. Был как солнце чужой, когда ранен, и не знал всех значений дорог, и не знал, что путь так далек. А дорога вела от порога, шелковистой была, а порою была словно зверь. И ломалась, и гнулась дорога, и кричала мне эхо: не верь в тишину, ты эту не верь. А зори здесь тихие, тихие, винтами туманов покрытые, озера багрянцем горят. А зори здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как в лапах шмеля. Старшина! Ты чего? Ишака повстречал? Немцы в лесу. Откуда известно? Сама видела. Двое с автоматами, в маскировочных накидках. Макарыча убили.
Команда в ружье, боевая тревога. Кирьянову ко мне. Бегом! Сосна! Ах ты, мать честная. Либо спят, либо поломка. Сосна! Сосна слушает. 17-й говорит. 3-го давай. Срочно давай, ЧП. Да не ори. ЧП у меня. Ты, Васьков, Так точно, товарищ 3-й. что там у вас? Немцы в лесу, возле расположения. Обнаружены сегодня в количестве 2. Кем обнаружено? Младшим сержантом Осяниной. Я тревогу объявил, товарищ 3-й. Думаю, лес прочесать. Погоди чесать, Васьков, тут подумать надо. Объект без прикрытия оставим, тоже по головке не погладят. Как они выглядят, немцы твои? Говорит, в маскалатах с автоматами. А диверсанты как пить дать. Бери 5 человек из команды и дуй, пока след не остыл. Есть, товарищ 3-й. Товарищ старшина, Приказано выделить в мое распоряжение 5 человек. разрешите мне? Нет. Останешься здесь за старшего. Есть. В расположении обнаружен враг. В количестве 2 единиц. Наша задача – догнать противника и захватить его в плен. В крайнем случае уничтожить. Сержанту Кирьяновой приказано выделить в мое распоряжение 5 человек. Младший сержант Осянина, шаг вперед. Выбрать 4 бойцов из своего отделения. Боец Камелькова. Я. Боец Четвертак. Я. Отставить! Немцев идем ловить на рыбу. Давайте таких, чтобы хоть стрелять умели, что ли. Мы всегда вместе. Ну, хорошо. Я стрелять умею. Отец учил. Боец Бричкина. Да, вот еще. Может, немецкий знает кто? Я. Что такое я? Что значит я? Докладывать надо. Боец Гурвич. Может, еще кто знает? Как по-ихнему руки вверх? Хендехо. Точно. Ну, давай, Гурвич. Так, остальным разойтись. Спасибо, хоть мокрыц не развели. Всем разуться! Ничего себе, командочка. Хорошо хоть не раздеться. Разговорчики. Так. С такой обувкой вы через 3 километра ноги собьете до кровавых пузырей. Значит так, оружие почистить, обуться по-человечески. Кого надо обучить. Порядок себя привести, подготовиться. Взять патроны и сухой паёк на 2 суток. На все про все 40 минут. Исполняйте. Городская, что ли? Оно и видно.
объявления войны германские войска атаковали наши границы во многих местах. Значит, на этой дороге встретила? Тут. Прошли мимо меня по направлению к шоссе. Шоссе. А чего ты в лесу в 4 утра делала? Просто по ночным делам. Для ночных дел я вам самолично нужник поставил. Или не вмещаетесь? Есть такие вопросы, товарищ старшина, на которые женщина отвечать не обязана. Нету здесь женщин. Нету. Бойцы есть. И командиры есть, понятно? Война идет. И покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем, ясно? Тут у вас постелька до сих пор распахнута. Товарищ старшина среднего рода. Ну, шоссе, говоришь, пошли. Черта ему шоссе-то делать. И тючки, говоришь, у них? Да, за спиной. Мыслю я, тол они несли. А коли взрывчатку тащат, то маршрут у них совсем не на шоссе. А на железку. На Кировскую железную дорогу, значит. До Кировской дороги не близко. Сообщи охране на дорогу. Мой доклад ежедневно в 20:30, позывной 17-й. Есть. Ну все. Через 15 минут выступаем. А это что? Сало. Бабы. Мужикам война это. Что зайцу курево. А уж вам-то. Послезавтра вернусь. Либо крайний срок. В среду. Значит так, слушай меня. Заместителем на все время операции назначаю младшего сержанта Осянину. Порядок движения будет такой. Впереди головной дозор, затем в 100 метрах основное ядро, и еще за ними в 100 метрах последняя пара. Там, ближе к болоту, распределимся. Идти, конечно, не рядом, но в пределах видимости. В случае обнаружения противника или чего непонятного, кто по-звериному или там по птичьи кричать может? Я серьезно спрашиваю. В лесу голосом сигнал не подашь, у немца тоже уши есть. Я умею. По-ослиному. Ослы здесь не водятся. Ладно, будем крякать учиться, как утки. Так селезень утицу подзывает. Правильно говоришь. Сигналы такие будут. 2 кряка. Внимание, вижу противника. 3 кряка. Все ко мне. Ясно? Попробуйте. Так, отставить. За мной. Лосков понимал, что если цель немцев – диверсия на Кировской железной дороге, важнейшей транспортной артерии, по которой доставлялись грузы союзников на фронт, то остановить их – задача не просто боя местного значения.
Прямой дороги к Вопь-озеру, которую Восков открыл еще в Финскую, немцы знать не могли. На картах здесь одни топи обозначались. А значит, к железной дороге у немцев был один путь. К озеру, на Синюхину гряду. И миновать эту гряду им было никак невозможно. Хорошо немчура побегает. Очень даже здорово. Версток на 40. Давай. Тятя-то с маманей живы у тебя? Или сиротствуешь? Сиротство? Пожалуйста, знаете, сиротство. Сама, что ли, не уверена? А кто теперь в этом уверен, товарищ старшина? Изон. В Минске мои родители. Я в Москве училась, к сессии готовилась, а тут… Известия имеешь? Ну что вы, Родители-то еврейской нации? естественно. Естественно. Было бы естественно, не спрашивал бы. Соня не знала, да и не могла знать, что ее мать, Вера Иосифовна Гурвич, в это самое время носила на груди желтую звезду и бездушный порядковый номер лагеря «Малый Тростенец». А ни отца ее, ни сестры к этому времени уже не было в живых. Может, уйти успели? А ну, боец Гурвич, крякни-ка 3 раза. Зачем это? А для проверки боевой готовности. Забыла, как учил? Нет, не забыла. Что случилось? Коли бы что случилось, вас бы уже архангел на том свете встречали. Растопалась, понимаешь, как телушка. И хвост трубой. Чего в пути заметили? По порядку, младший сержант Засянина. Да ничего вроде. На повороте только ветка сломана была. Молодец, верно. Боец Камелькова. Ничего не заметила. Все в порядке. С кустов роса сбита. Слева еще держится, а справа-то от дороги сбита. Вот глаз. Молодец, красноармеец Бричкин. А еще было на дороге 2 следа от резинового немецкого ботинка, что ихние десантники носят. Если по носкам судить, держат они вокруг болота. И пусть себе держат. Потому что мы возьмем это болото напрямки. Ну все, сейчас 15 минут. Покурить можно. Ну, кому надо оправиться.
Не реготать! Не разбегаться! Сейчас внимательнее надо быть. Я первым пойду. А вы гуртом за мной. На след. Тут слева-справа трясины. Маму позвать не успеете. Поэтому каждая слегу возьмет. И прежде чем ногу поставить, слегой дрыгу пусть пробует. Вопросы? Есть? У кого сил много? А чего? Боец Бричкина понесет вещмешок переводчицы. Зачем? Затем, что не спрашивают. Камелькова, Я. взять мешок красноармейца четвертак. Давай четвертачок. Заодно и винтовочку. Разговорчики. Делать, что велят. Личное оружие каждый несет сам. Повторяю, что без ошибок. Ногу ставить, след в след. Слегой в топь. Можно вопрос? Что вам, боец Камелькова? А что такое слегой? Слегка, что ли? Что у вас в руках, товарищ боец? Дубина какая-то. Вот она и есть слега. Ясно говорю? Теперь прояснилось. Даль? Какая еще даль? Словарь такой, товарищ старшина. Вроде разговорника. Женька, перестань. Так, маршрут опасный. Порядок движения будет такой. Я головной, за мной Гурвич, Бричкина, Камелькова, четвертак. Ваш сержант Осянина замыкающий. Вопросы есть? А глубоко там? Ну, местами будет. Ну, вам по, это самое, по пояс, значит. Винтовки берегите. Газ болотный выходит. Потревожили мы его. Старики бывают. Аккурат в таких местах лишак живет. Ну, сказки, понятное дело. А пиявки тут есть? Нету тут никого. Мертвое место. Погибельное. Товарищ старшина! Товарищ старшина! Сапог с ноги снялся! Нашли? Нет! Где надо? Как же сапог? Разве найдешь его теперь? Вперед! Вперед за мной! Нет! Не отставать! Куда стоять? Я помочь! Стоять! Нет пути назад! Спокойно, спокойно! Чуть до острова осталось! Там передохнем! Вперед! Коряга здесь аккуратно. Не спеши, не спеши. Спокойно. Ну что, товарищ бойцы, умаялись? Умаялись. Дальше легче будет. До сухой березы добредем и шабаш.
как же без сапога? Мы тебе чуню сообразим. Но только уж за болотом. Потерпишь? Потерплю. Степ, ты галка. Надо было пальцы вверх загибать, когда ногу вытаскивала. Я загибала, а он все равно слез. Ой. Ой. Холодно, девочки. Я мокрая до самых-самых. Думаешь, я сухая? Я раз оступилась до конца. Ну, товарищи бойцы, снеги разбираем. И за мной в том же порядке. Снеги здесь прислоните. Может, кому сейчас годятся. Чуть-чуть, товарищи красноармейцы. Поднатужьтесь. Чуть дальше. У водопада отдохнем. Давай. Ура, вода, девчонки! Отставить! Смирно! Побросали винтовки, вояки. Оружие подобрать и к дереву прислонить. Сюда раскатки, все в одно место. На мытье и приборку даю 40 минут. Есть, товарищ старшина! Ну как, товарищи красноармейцы? Порядок? Полный порядок, товарищ старшина. Не замерзли? Так ведь все равно погреть некому. Остро. Ну, ладно ли? Очень даже. Спасибо, товарищ старшина. Ну, в путь, товарищи бойцы. Нам еще часа полтора ноги глушить. Тихо-то как. Как во сне. От левой косы Синюхина гряда начинается. А вон с другой стороны ее второе озеро поджимает. Легонтово называется. Монах тут жил когда-то. Легон прозвищем. Измолвия искал. Безмолвия здесь хватает. Немцам один путь между озерами, через гряду. А там известно, что бронил быт и каменец избу. Вот в них-то мы и должны наши позиции выбрать. Основную и запасную, как тому устав учит. Выберем, будем ждать.
Так, увижу дым, вылью в огонь все варево в тот же момент, ясно? Ясно. Нет, не ясно, товарищ боец. А ясно тогда будет, когда топор у меня попросишь. Да подручных своих пошлешь сухостой рубить. Говорил же, рубить тот, на котором лишая еще нет. Чтоб звонкий был. Тогда дыма не будет, будет жар один. Значит, что, мил человек, по-твоему, и жизнь нужно прореживать, как лес, а? Не прореживать, а чистить. Дурную траву с поля вон. Ну, лес, ладно. Сухостой, там больные стволы. А ежели оно живое, теплое, бегает и жить хочет, как и ты. Волк, например. А чем тебе волк-то не угодил? Да потому что зубы у него. А он что? Виноват, что волком родился? Вот, скажем, приказали считать волков врагами населению. Взялись всенародные, и всенародно же перестреляли всех волков по всей России. И что тогда? Хорошо тогда будет. Дичи много будет. Да не будет дичи совсем. Если жизнь одной краской красить, кончится жизнь-то. Без волков зайцы зажиреют и передохнут все. Что тогда? Своих волков выращивать будем? Али за границей покупать для страху? А ты часом не из раскулаченных, Иван Петрович? М? А тебе что? Дальше Сибири все равно не пошлют. Да и на кой я им нужен? Кому это? Им. Ну, нам. Все. Спать пойду. И мне пора с утра уезжать. Чего тебе? Что, скучно? Скучно. Я твоему отцу адрес оставил. Приедешь летом, в техникум тебя устрою. Здесь пропадешь. И вот еще что, ты за отцом-то следи, неосторожный он на тебя. Поняла? Поняла. А глупости не надо делать даже от скуки. Все, иди.
Отличную позицию мы выбрали, товарищи бойцы. Отлично. Другого пути на железку нет. Значит, возьмем их прямо здесь тепленькими. Напрасно стучишь, товарищ переводчик. Ты понимаешь, не дролишка. Нечего мне кусочки выкладывать. Давай наворачивай, как бойцу положено. Я наворачиваю. Угу. Вижу. У меня конституция такая. Конституция. Вон у Бричкиной такая же конституция, как у нас всех. А есть на что посмотреть. Давай. Решил встретить врага на основной позиции. И не открывая огня, предложить ему взяться в плен. В случае сопротивления одного убить, другого все-таки взять живым. На запасной позиции оставить все имущество. Под охраной бойца четвертак своим заместителем назначаю младшего сержанта Осянина. Почему меня в запасные? Несущественный вопрос, товарищ боец. Приказано выполнять. Ты, Галка, наш резерв. И первым я с ними буду говорить. По-немецки? По-русски. А вы переведете, коль не поймут. А если в бою, так будете высовываться, то санбада поблизости нету. И мамань тоже нету. С немцем хорошо издали воевать. Пока вы свою трехлинеечку передернете, он из вас сито сделает. Поэтому категорически лежать приказываю. Лежать пока лично. Огонь не скомандую, ясно? Слушай боевой приказ. Противник силой до 2 вооруженных до зубов фрицев движется в район Вобь-озера с целью тайно пробраться на Кировскую железную дорогу, Беломорско-Балтийский канал имени товарища Сталина. Нашему отряду в количестве 6 человек поручено держать оборону Синюхиной гряды, где и захватить противника в плен. Сосед слева – Вобь-озеро, сосед справа – Легонтово озеро. Вопросы? То прошу пройти на позиции.